Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору масштабных моделей грузовых автомобилей. В сегодняшнем видео я хочу вам показать набор, состоящий из сидельного тягача Scania S500 и полуприцепа марки Schmitz. Этот набор от бренда Eligor, и в этом варианте окраски он уже снят с производства, хотя при желании его все еще можно найти в открытой продаже, например, на аукционах. И цена на этот грузовик с полуприцепом будет варьироваться от 120 евро до 150 в зависимости от места, где вы будете покупать данную масштабную модель. И у меня в коллекции довольно много моделей от Eligor, и туда входят не только Scania, но и различные другие автомобили, например, Mercedes, Iveco, Renault и так далее. Если у вас будет интерес к обзору других автомобилей, то напишите в комментариях, я постараюсь их показать в других видеороликах. Сегодня для сравнения я вам приготовил еще один грузовик марки Scania от производителя Minichems, и мы также сравним полуприцепы. Я вам приготовил еще один полуприцеп от Автоистории, вполне хороший, который по уровню проработки не уступает продукции Eligor, а стоит значительно дешевле. И вы в комментариях тоже можете написать, какие полуприцепы встречали в продаже вы в 43-м масштабе. И, конечно, 43-й масштаб не такой обширный, как 50-й, если мы говорим о грузовых автомобилях, но, тем не менее, модели попадаются, и Eligor это один из немногих производителей, который по сегодняшний день выпускает евротраки. Давайте уберем грузовик, чтобы он нам не мешал. Начнем с обзора полуприцепа, и затем посмотрим на сами сидельные тягачи. И полуприцеп здесь выполнен в белом цвете, есть наименование логистической компании Sauron, надписи нанесены методом тампопечати. Также с моделью поставляется отбойник с задними фонарями, его нужно устанавливать самостоятельно, на свою модель я его не ставил. И это довольно тяжелая модель из-за того, что у нее массивная металлическая часть. Плашка днища и рама полуприцепа сделаны из металла, а сам корпус полуприцепа сделан из пластика. Вполне хорошие колесные диски, также хорошие покрышки. При желании их можно заменить на аналог от Maestro Models, но свои покрышки я оставлю в первозданном виде. На задней части полуприцепа есть различные надписи, также знаки ограничения скорости, небольшие катафоты, и створки здесь нарисованы, как и ручки открывания створок. Вот так выглядит балансирная тележка. И зачастую у модели от Eligor пенопластовый короб прилипает к покрышкам, также к корпусу полуприцепа. Это не столь страшно, но тем не менее не очень приятно. Выдвижные опоры, они сделаны в статичном положении. Также присутствуют противоподкатные башмаки желтого цвета. Вот такой полуприцеп. И давайте покажу вам модель от Minichems. Она уже намного легче, потому что здесь отсутствует металлическое днище. Но тем не менее, эта модель, на мой взгляд, сделана даже намного лучше. Уже лучше проработаны колесные диски, также чуть лучше покрышки, они меньше по диаметру. Лучше проработана ходовая часть полуприцепа. Присутствует запасное колесо, противоподкатные башмачки, ящичек. Отлично проработаны задние фонари. Здесь уже створки дверей проработаны значительно лучше и копийней. Также присутствует еще один большой ящик, которого нету на модели от Eligor. И давайте покажу вам отечественный полуприцеп от Автоистории, который самый дешевый в линейке полуприцепов, показанных в сегодняшнем видеоролике, но тем не менее он проработан почти на уровне от Minichems. Это еще более легкая модель, у нее металлическая только рама, все остальное это пластик, съемный тент. Вполне хорошо изготовлены борта полуприцепа, задние фонари. Вполне хорошие покрышки. На брызговиках присутствуют надписи МАЗ.
Есть дополнительный топливный бак, противоподкатные брусья, выдвижные опоры, правда, сделаны они в статичном положении. И по размеру этот прицеп примерно такой же, как у производителя Eligor. Габаритные размеры у полуприцепа от Mini-Champs точно такие же, как у Eligor. И давайте уберем полуприцепы, посмотрим на сидельные тягачи. Начнем с модели Scania от Eligor. У нее довольно симпатичная схема окраски. У этого грузовика откидывается кабина, но почему-то на моей модели она плохо поднимается, не буду ее ломать. И можно увидеть двигатель, который тоже вполне хорошо проработан. Присутствуют перекидки, также рабочее седло. Отлично изготовлены задние фонари. На брызговиках присутствуют вот такие разноцветные полосочки. Хорошие колесные диски, обуты в резиновые покрышки. Передняя часть тоже оформлена очень изящно. Светотехника здесь не хуже, чем у модели от Mini-Champs. Хотя это другая модификация. У Mini-Champs более ранняя Scania. Интерьер кабины тоже окрашен, но его сложно рассмотреть из-за того, что здесь все сливается с черным цветом по бокам. Давайте покажу вам Scania от Mini-Champs. Один из моих любимых грузовиков в 43-м масштабе. Здесь тоже откидывается кабина, отлично проработан моторный отсек. Перекидки, прекрасно изготовлен обтекатель, все крепления на своих местах, тоже рабочее седло. И здесь седло немножко другой формы. Великолепные колесные диски. Покрышки можно заменить на аналог от Maestro Models, но эту модель я оставлю в первозданном виде. И многие говорили, что у этой Scania не очень верно сделана светотехника. Она уже, чем должна быть у настоящего грузовика. Спорить не буду, не делал замеров, возможно, так и есть. Но все равно, безусловно, узнается настоящий прототип. И у меня две таких Scania, они немножко отличаются друг от друга. У одной Scania более темная облицовка радиатора. И я тоже давно делал обзор на оба грузовика. Кому интересно, можете поискать старый видеоролик на моем канале. Давайте сравним два грузовичка. У Eligor, у Scania выше кабина. Правда, не намного. Так сделана ходовая часть. И обе модели отлично будут смотреться на вашей полке. И давайте посмотрим, как с этим грузовиком будет смотреться оригинальный полуприцеп в сцепке. Получается вот такой автопоезд. И еще раз повторюсь, мне очень нравится схема окраски на грузовике. И также вполне симпатично нанесены надписи на полуприцеп. И к этому грузовику можно примерить полуприцеп от производителя Mini-Champs. Тоже получается вполне симпатичная сцепка. Правда, здесь полуприцеп очень яркий, и он больше по схеме окраски подходит к грузовику марки Scania от Mini-Champs.
Вот такой вполне симпатичный грузовик, который может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете евротраки, также грузовики марки Scania. И вообще в 43-м масштабе Scania не очень обширно представлена. Mini-Champs и Ligor, есть старые Scania у производителя XO Models, и есть пару моделей у производителя Old Cars. И на этом, пожалуй, все. Так что, если вы хотите собирать грузовики, то вам лучше подойдет 50-й масштаб, там намного больше выбор. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данном грузовом автомобиле. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, и можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!